Друзья, когда мы говорим о работе, о перспективных направлениях, о том, что лучше сейчас изучать в онлайне, какие делать курсы, в какой вуз идти, какую специальность учить, прежде всего мы должны думать о том, какие компании, какие сервисы, услуги вышли на первые места последние годы. И сегодня я предлагаю поговорить нам о топ-5 сервисах или услуга, как хотите, так и называйте, которые появились в последние 10 лет, полностью изменив нашу жизнь. Приведу вам маленький пример. Когда я учился в университете в начале 2000-х, у нас у всех были телефоны с кнопочками, и никто представить себе даже не мог, что когда-то будут так называемые тачскрины. Сейчас же современные старшеклассники, не дай бог у кого-то будет экран с кнопками. Как говорили в фильме «Достучаться до небес», тебя там на небе окрестят лохом. И не если ты не был на море, а если у тебя телефон с кнопочками. Под номером 1 в нашем рейтинге каршеринг. Я думаю, что сейчас все знают о возможности аренды автомобиля поминутно. Да, это сейчас есть в основном только в крупных городах. Сервис относительно недавний, и он в принципе не был бы возможен без как раз таки мобильного телефона с тачскрином, где на экране вы можете увидеть автомобиль, выбрать его, прийти, арендовать и уехать куда глаза глядят. Ну, не совсем куда глаза глядят, потому что в основном это определенные локации, куда вы можете ездить. Один из огромнейших плюсов в крупных городах, где парковки платные, что вам не нужно платить за парковку. Приехали, бросили автомобиль. А в Москве, где в центре стоимость парковочки может спокойно достигать 300 рублей и больше в час. Это очень отличная услуга. Конечно, идею каршеринга мы заимствовали из-за рубежа, да и само название каршеринг тоже английское. Каршеринг. Дословно разделение автомобиля или совместное использование автомобиля. Сейчас в России существует около 25 сервисов по так называемому каршерингу. Крупнейшие из них Яндекс.Драйв, Делимобиль, Юдрайв, Белкакар, но остальные вы можете посмотреть самостоятельно. Конечно, арендуя автомобиль в каршеринге, вам придется отвечать за него как за свой, но, как говорится, соблазн очень велик. Стоимость на автомобиле эконом-класса обойдется вам ориентировочно в 3 раза дешевле, чем ехать на такси. Поэтому это очень удобно, если, скажем, от дома добраться до ближайшей станции метро, съездить в магазин за продуктами. Если вы молодая семья и у вас дети и один автомобиль в семье, конечно, иметь 2 автомобиля может быть дорого, и просто отдать один автомобиль жене, которой нужно везти детей в садик, в школу или на секции, а муж спокойно может поехать на каршеринге. Под номером 2 в моем рейтинге это сервисы по доставке еды. А что тут нового, спросите вы меня? Ну, начнем с того, что сервисы доставки еды в глобальном плане возникли не так давно. А раньше, да, была такая возможность, но это было доступно, как правило, в единичных случаях, когда, ну, скажем, там, Якитория и ее доставщики на своих маленьких мопедиках или автомобильчиках АК доставляли тебе еду на дом. Что же, если вы хотели заказать что-то из другого ресторана, и у него не было своих доставщиков? Тут была проблема. Сейчас в России одни из самых популярных сервисов по доставке еды это, естественно, Яндекс.Еда, Яндекс у нас везде и Delivery Club. Почему я ставлю этот сервис, услугу на 2 место в нашем рейтинге? Ну, прежде всего, это очень продуманные сложные технологии. И эти технологии дали возможность огромному количеству людей получить работу. И, конечно, сервисы по доставке еды прежде всего популярны, потому что это удобно, вы экономите очень большое количество времени, вам не нужно куда-то ходить, особенно зимой, особенно в непогоду, и все эти сложности остаются профессионалам, то есть доставщикам. Следующий очень важный момент – это, конечно же, разнообразие. То есть каждый день
Да, хоть если хотите, каждые несколько часов вы можете заказывать себе разную еду из разных кафе и ресторанов. Ну и, конечно, весь этот сервис по доставке еды, он также сопряжен с сервисом по доставке продуктов из магазинов. И вам не нужно тратить по 2 часа в день на езду в супермаркеты. Вы можете просто зайти в онлайн и заказать все это на дом. И оставить свободное время на детей, семью, отдых, просмотр кинофильмов. Ну а если вы работаете в офисе, вам не надо никуда выходить, вы можете просто посидеть на диванчике и попить чаю. При этом сервис создал дополнительные возможности и для общепита, потому что пользователь сервиса по доставке еды мог никогда вживую и не видеть это кафе или ресторан. Но тем не менее, с использованием приложения или сайта он может просто случайно наткнуться на вашу кухню, ему может понравиться ресторан и вперед. Дело сделано. Номер 3 и один из самых крупных проектов этого десятилетия – это Instagram. Первоначально Instagram был просто сервисом по размещению фоточек. Сделали вы там фоточки и опубликовали их в приложении. Да, и, кстати, тут возвращаемся опять к смартфонам. Без смартфонов и тачскринов у нас бы не получилось, и сервис, может быть, не был бы таким успешным. Популярность сервиса прежде всего была вызвана тем, что вы не просто размещали свои фотографии, но вы также могли добавить какие-то фильтры, позже сделали истории. Если вы, к примеру, хотели показать свои фотографии кому-то, что мы делали раньше? Мы, естественно, паковали все это дело в альбом. Ты этот альбом нес куда-то в школу, друзьям и показывали, вы там листали фотографии. Нельзя было просто отправить альбом по почте. Ну, как бы можно, можно, но это не совсем удобно. Вот, ребятки, смотрите, что я тут нафоткал. Инстаграм сделал возможность просмотра фотографий просто моментальной. Все противники Инстаграма, противники публикаций фотографий. Да, вы можете не пользоваться этим приложением, но для многих Инстаграм стал не просто площадкой для размещения фотографий. Для многих Инстаграм, платформа, реально создала возможность заработка, а кого-то сделал и миллионерами. Ну, если вы пользуетесь Инстаграмом, наверняка в перечне ваших друзей есть и коучи, есть и тренеры, инфлюенсеры, просто непонятные люди, делающие интересные посты с красивыми фоточками, которые вы читаете и за которым вам нравится следить, какие-то звезды и так далее и тому подобное. Даже просто возьмите мой Инстаграм, где сейчас больше 500 000 подписчиков. Это неотъемлемая часть бизнеса, где я ежедневно публикую посты из путешествий, посты об образовании за границей, различные истории, статьи и так далее и тому подобное. Кто еще не видел мой Инстаграм, заходите, подписывайтесь, буду рад. И да, в это сложно поверить, но есть те, кто заработал свои первые миллионы именно с помощью платформы Инстаграма. Я сейчас не говорю о звездах, которым платят бешенейшие деньги за рекламу в ленте или истории. Итальянская фэшн-блогер и дизайнер Кьяра Феррани завела свой Инстаграм-аккаунт еще в студенческие годы. И несмотря на то, что эта итальянка училась на факультете юриспруденции в одном из лучших университетов Италии, Бакони, ссылочку на университет я оставлю в описании к данному видео, именно известность ей принесли не какие-то там сверхдостижения в юриспруденции, а любовь к моде. Сейчас на Кьяру подписано более 20 миллионов человек, и она является постоянным гостем различных фэшн-программ, конференций, встреч на выставках, посвященных дизайну и моде. Ну и, конечно, у нее в постах не все так однозначно, ей хватает и хейта, но это не отменяет тот факт, что девушка добилась всего самостоятельно и заработала огромные деньги. А кто у нас не хочет заработать огромные деньги и жить красиво? Вы 100% знакомы с флешмобом в Инстаграме Follow Me, когда девушка идет впереди и держит как бы фотографа за руку. Вся эта ситуация не меняется, меняется только локация. Именно эту идею придумал Мурат Осман со своей женой. Сейчас у него около 4 миллионов подписчиков, и он является топ-3 travel-инфлюенсером по версии никого бы там, а самого Forbes. Кстати, первую известность, популярность таким девчонкам, как Настя Ивлеева и Ида Галич, принес именно Инстаграм, еще до того, как они начали появляться на различных телеканалах и телешоу.
Еще одно приложение, которое полностью изменило нашу жизнь, это WhatsApp. Сложно представить мир до WhatsApp, хотя он был. Есть те из зрителей сейчас, кто пользовался Аськой, а? Скажите. Было время. Несмотря на то, что компания сама появилась более 10 лет назад, именно само приложение пришло к нам в последнем десятилетии. Ну, я думаю, что не нужно комментировать, но все из нас понимают, что WhatsApp просто сделал для многих возможность переписываться бесплатно, и вам только нужен интернет. И все вот эти вот смс-ки по старинке, они просто утратили свою силу. Telegram же еще был, помните? Пейджеры. Было такое, но это как-то все быстро ушло. Голосовые звонки, передача аудио, передача фото, видео, возможности связи с помощью видеозвонка. Все это сделало WhatsApp супер популярным и удобным. Да, кстати, вы знаете, что в некоторых странах WhatsApp заблокирован. Те же самые Арабские Эмираты запрещают использование WhatsApp, и вы не можете позвонить из Арабских Эмиратов, скажем, там, если вы русский человек, вы не можете позвонить к себе на родину, пообщаться с родственниками или друзьями по WhatsApp, потому что местные компании-монополисты блокируют это приложение. Вот такие дела. Да, и, кстати, многие из нас, наверное, помнят сейчас те времена, когда не было WhatsApp. А что приходилось нам делать? Нам приходилось тратить денежки на международные звонки. Уехал ты, скажем, там за границу, и либо это звонки в роуминги, которые стоили просто баснословных денег, либо приходилось покупать так называемые карточки и идти в специальные салоны, центры, где с помощью компьютера совершать звонки на родину. Еще один сервис, полностью изменивший жизнь прежде всего наших домохозяек, это AliExpress, он же Alibaba, продающий товары из разряда искусственный варежка, кожа мягкий для мангала. Или картошка-банан в стакане желтой стеклышки. За что любят эту площадку? Прежде всего, за то, что на ней можно найти абсолютно все, что угодно по самой лучшей цене. Здесь можно найти даже то, что вы представить себе не можете. Например, пластиковую голову Роберта Дауни-младшего. Существует даже рейтинг ненужных товаров с AliExpress. А еще рейтинг товаров, которые привезли вам по ошибке. А вы их ждали, там, скажем, 1,5 месяца. Здесь вы можете найти и галстук для кота, и пушку, стреляющую попкорном. А самое главное, все это здесь вы найдете по доступным ценам. А если, ребята, вы закажете пушки для попкорна оптом или галстуки для котов, то это выйдет еще дешевле, чем 99.99. Друзья, это наш топ-5 сервисов последнего десятилетия. Если вы знаете что-то еще, что изменило, что в корне поменяло вашу жизнь, пишите об этом в комментарии, и я постараюсь сделать об этом свой следующий выпуск. Поэтому, если вас в жизни что-то не устраивает, если вы хотите создать что-то новое, приложите к этому голову, и, возможно, вы создадите что-то, что изменит и нашу жизнь в дальнейшем. Ну и, конечно, вы заработаете там, какой-нибудь миллиард.